космосе никто не услышит твой крик, а здесь на Земле даже сценаристы порой не слышат гласа логики и путаются во временной линии франшизы «Чужой». Но мы все равно попробуем разобраться и сосредоточимся на каноне, установленном в основной серии фильмов, так что простите, но «Реквием», «Colonial Marines», «Изоляция» и прочие в этот раз останутся в стороне. И что важно, этот таймлайн актуален именно для основной каноничной вселенной «Чужих» без учета «Чужого против хищника». Хотите расширенную версию для настоящих ценителей? Дайте знать об этом в комментариях. Хватайте огнеметы, датчики движения рыжего котищу и приятного просмотра. Стартовой точкой франшизы принято считать 3,2 миллиарда лет до событий первого фильма. Все начинается с того, как прото-человек, инженер, выпивает таинственную черную жидкость и бросается в водопад, давая начало жизни на Земле. В 2089 году археологи Элизабет Шоу и Чарли Холлоуэй обнаруживают в Шотландии наскальные рисунки, которые Элизабет интерпретирует как карту и приглашение от создателей человечества. Одержимая этой идеей всю свою жизнь, Шоу убеждает корпорацию Вейланд профинансировать экспедицию на планету инженеров LV-223. В 2093 году, после 2 лет путешествия, космический корабль «Прометей» достигает цели. Экипаж обнаруживает пустынный ландшафт с останками инженеров и их кораблей, наполненных сосудами с неизвестным черным веществом. Во время экспедиции андроид Дэвид находит черную жидкость и приносит ее на корабль. Судя по всему, он предполагает, что та может дать вечную жизнь его создателю, Питеру Вейланду, который тайно отправился на LV-223 вместе с экипажем. Дэвид проверяет гипотезу на ничего не подозревающем Чарли Холлоуэе, и все идет не по плану. В свою очередь, вещество, заключенное в сосуды, при контакте с живыми организмами пробуждается, превращая их в гротескных существ-паразитов. Здоровье Холлоуэя стремительно ухудшается, и он, как и другие члены экипажа, становится жертвой воздействия черной жидкости. Выжившие, включая Вейланда, отправляются в сооружение пришельцев, чтобы поговорить с инженером, которого они нашли в стазисе ранее. И снова все идет не по плану. Пробужденный инженер явно не расположен к беседам. Он отрывает голову Дэвида, убивает Вейланда и пытается улететь на Землю, чтобы уничтожить человечество, но погибает от лап трилобита, существа, появившегося на свет из Шоу после ее близости с зараженным Чарли. Шоу забирает голову Дэвида и садится на корабль инженеров, надеясь узнать, почему те хотят уничтожить человечество. Зараженный, движимый собственными амбициями, Дэвид сбегает вместе с Шоу. Кстати, о гибели всего живого. После отлета Шоу и Дэвида мы видим, как из тела мертвого инженера выбирается существо, похожее на Чужого. Диакон. Это не классический ксеноморф, но они очень похожи. А вот как именно Диакон связан с ксеноморфами, вопрос, на который Ридли Скотт пока так и не ответил. Между 2093 и 2104 годами Дэвид и Элизабет прибывают на планету 4. Дэвид уничтожает местное население, еще одну расу, созданную инженерами, при помощи патогена. Дополнительно отмечу, что Ридли Скотт в комментариях к Blu-ray версии отмечает, что это была планета инженеров, но ничего не конкретизирует. А вот сценарист фильма Джон Логан называет планету 4 одной из колоний инженеров, что кажется лично мне более логичным. После этого инцидента Элизабет отказывается от дальнейших экспериментов, и Дэвид убивает ее, используя тело, черную слизь и, возможно, архивы протолюдей для воссоздания яиц ксеноморфов. Еще один важный момент и почти сюжетная дыра. На самом деле Дэвид не создавал ксеноморфов с нуля. Черная слизь уже содержала их ДНК. Дэвид лишь возродил вид, используя патогены, проводя эксперименты. 2104 год. Космический корабль «Завет» держит курс на Оригаю-6. Во время полета экипаж принимает сигнал бедствия с цветущей планеты, где находятся Шоу и Дэвид. Экипаж, преждевременно пробужденный из гиперсна таинственным сигналом, меняет курс. Решение оборачивается роковой ошибкой. Рай оказывается мрачным миром, единственный обитатель которого — синтетик Дэвид. В прибытии Завета он видит лишь еще один шанс испытать свои творения на новых подопытных. Мир из Чужого Завет теперь дом для неоморфов, но на нем также обитает как минимум один ксеноморф, настроенный враждебно, в том числе и к своему создателю. Гении из экипажа Завета заражаются черными спорами, что запускает цепь смертоносных событий. Новая главная героиня Дэниелс и андроид Уолтер, который тоже похож на Майкла Фассбендера, видимо, новые лица андроидов стоят дорого, узнают больше об инженерах и черной жидкости. Возникает пугающая параллель между Дэвидом и Вейландом. Обоими движет комплекс Бога и желание контролировать жизнь. Действие Дэвида — отражение главной темы всей франшизы — человеческой гордыни и опасности искусственной жизни. Вскоре экипаж узнает правду об экспериментах Дэвида. Начинается отчаянная борьба за выживание. Люди противостоят ксеноморфам, а андроиды — андроидам. Уолтер понимает угрозу, исходящую от Дэвида. Чужой Завет проливает свет на эволюцию ксеноморфов. Мы узнаем, что Дэвид как бы отец-создатель ксеноморфа в том виде, в каком мы знаем его по фильму «Чужой» и последующим частям. Естественно, с поправкой на тот ляп, который я обозначил ранее.
Фильм заканчивается тем, что Дэвид, притворяющийся Уолтером, управляя кораблем с 2000 колонистов, 1000 человеческих эмбрионов и 2 эмбрионами ксеноморфов, отправляется либо на Оригаю-6, чтобы создать колонию, либо на родину инженеров, чтобы уничтожить ее, используя ксеноморфов и спящих колонистов как оружие. 3 июля 2122 года. Прошло 16 лет с событий Завета. Ностромо возвращается домой после экспедиции. Экипаж принимает сигнал бедствия с ЛВ-426 и, несмотря на плохую подготовку, высаживается на пустынный спутник, не подозревая об опасности. Эллен Рипли, старший помощник капитана, понимает, что сигнал бедствия – предупреждение, но слишком поздно. Кейн, член экипажа, подвергается нападению лицехвата, личиночной формы ксеноморфа. Игнорируя протоколы безопасности, Кейна доставляют на корабль. Из него вырывается грудолом, который быстро превращается во взрослого ксеноморфа и начинает убивать. Происходящий кошмар усиливается, когда выясняется, что научный офицер Эш – андроид, которому Вейланд-Ютани поручает добыть образец ксеноморфа, любой ценой. Ксеноморф убивает всех, кроме Рипли и кота Джонси. Они спасаются на шаттле Ностромо, предварительно выбросив чужого в открытый космос, и погружаются в гиперсон. 2142 год. Чужой Ромул. Группа подростков-колонистов, многие из которых братья и сестры, родные или по духу, мечтающих о лучшей жизни, решают обокрасть заброшенную космическую станцию «Ренессанс», которая окажется наводнена лицехватами. 2159 год. Вейланд-Ютани основывает на ЛВ-426 поселение Надежда Хедли. 12 июня 2179 года. Рипли пробуждается на космической станции на орбите Земли. Вейланд-Ютани не верит ее рассказу, списывая все на посттравматическое расстройство. В то же время младший руководитель Картер Бёрк вербует Рипли для помощи тяжело вооруженному отряду, отправленному на расследование. Поселение на планетоиде перестало выходить на связь. Примечательно, что кот Джонси не летит с ними навстречу верной смерти, что делает рыжего котяру чуть ли не единственным одаренным инстинктом самосохранения существом, а заодно практически самым умным персонажем всей франшизы. Прибыв на место, они обнаруживают, что колония наводнена ксеноморфами, и только маленькая девочка по имени Ньют чудом выжила. Рипли, преследуемая потерей собственной дочери, которая была примерно того же возраста, когда Рипли отбывала на Ностромо, начинает яростно защищать Ньют, и между ними возникает связь, которая помогает им не сломаться перед лицом кошмара. В этот раз именно Бёрк оказывается злодеем, который хочет доставить пришельцев на Землю. В итоге ядерный реактор поселения взрывается, Рипли убивает королеву чужих, она, Ньют, капрал Хикс и андроид Бишоп погружаются в гиперсон и улетают на Сулако. 2179 год. Королева чужих оставила на борту шаттла яйца. Пока все находятся в гиперсне, из них вылупляются лицехваты. Один из них устраивает пожар, и корабль терпит крушение на Фиорине 161, металлургической планете-тюрьме Ярость. Рипли единственная выжившая, впрочем, к тому моменту зараженная маткой ксеноморфа. Лицехват сбегает, нападает на собаку, и появляется новый вид — четвероногий ксеноморф, известный как бегун, потому что он, в основном бегает. Бегун охотится на заключенных, но когда у него появляется возможность убить Рипли, он не причиняет ей вреда, поскольку чувствует в ее груди эмбрион королевы чужих. Рипли и заключенный Морс в конце концов убивают его до того, как на планету прибывает представитель Вейланд-Ютани. Рипли вынуждена противостоять собственной связи с существом, растущим внутри нее. В конце концов, она жертвует собой, чтобы помешать корпорации завладеть ксеноморфом, тем самым завершая свое мучительное путешествие. Теперь перенесемся на 200 лет вперед, и человечество все еще не усвоило урок: ксеноморфов нельзя держать под контролем. 2356 год. Образцы крови Рипли доставлены с Фьорина 161. В 2379 космические войска и корпораты из обугленных сплавленных останков извлекают ДНК и клонируют и Рипли, и королеву, которую она так старалась уничтожить. В 2381 военные выращивают ксеноморфов на борту космического корабля USM Аурига и проводят над ними эксперименты. После, очевидно, многих циклов селекции и попыток клонирования появляется совершенно новое поколение ксеноморфов. Но эти существа, несущие в себе и часть человеческой ДНК Рипли, оказываются гораздо умнее и хитрее своих предшественников. Как и следовало ожидать, подопытные избегают. Новая королева устраивает гнездо в коридорах, а ксеноморфы устраивают то, что у них получается лучше всего — бойню. Это приводит к необратимому аварийному отклонению от курса прямиком на Землю. Группа наемников, которым помогает сочувствующий андроид Кол, оказывается втянута в смертельное противостояние. Клон Рипли пытается спастись с ними, и, очевидно, большая часть группы гибнет по пути. Рипли попадает в гнездо чужих, где обнаруживает, что у королевы, клонированной из эмбриона в ее груди, рождается гибрид человека и ксеноморфа, который тут же убивает свою настоящую мать, посчитав родителем более похожую на него Рипли. Та разрывается между человеческой стороной и инопланетным сознанием,
сознанием внутри нее и в конце концов встает на сторону человечества и помогает уничтожить ксеноморфов и космическую станцию. Со слезами на глазах она уничтожает и гибрида при помощи иллюминатора и смотрит с корабля наемников, как Аурига сталкивается с Землей, уничтожая всех пришельцев на борту. Или же мы только так думаем. На этом моменте временная шкала фильмов пока что заканчивается. И хотя Рипли, похоже, убивает последнего из ксеноморфов, кто знает, не уцелели ли они на какой-нибудь другой планете во Вселенной, ожидая прибытия очередного мешка с мясом, который станет для них инкубатором. В конце концов, ксеноморф — идеальная машина для убийства, и главный урок, который не усвоили герои франшизы, его нужно оставить в покое. Кстати, забавный факт и размышления. Не кажется ли вам, что Рипли, постоянно убегающий от ксеноморфов и погружающийся в гиперсон, все эти события, растянувшиеся на сотни лет, воспринимает как что-то, происходящее на протяжении буквально 2-3 дней? Напишите в комментарии. Есть другие вопросы? А может, вы разочарованы, что в этот выпуск мы не добавили видеоигры по вселенной и кроссоверы? Хотите подробнее разобрать невероятно запутанную хронологию других ваших любимых франшиз? Тогда обязательно делитесь мыслями в комментариях. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Купить нам живительный кофе в виде доната и подписаться на соцсети можно благодаря ссылкам в описании и закрепе. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями. И до встречи в следующем выпуске. Пока.